В высоких сводах зала эхом разносился тихий шепот ветра, просачивавшегося сквозь щели старых окон. Свет из узких витражей окрашивал пол мягкими полосами золота и синевы, играя на блестящей крышке гроба. Внутри, в окружении белоснежной ткани и легкого запаха лилий, покоилась Джессика. Ее лицо было спокойным, почти ангельским, но холодным, как мрамор. Марк стоял рядом, в дорогом, идеально сидящем костюме, с руками, цепко держащими за плечи худощавого мальчика. Когда-то он привык держать в руках контракты, сделки и судьбы целых компаний, но теперь он держал лишь маленькую, дрожащую фигуру по имени Эндрю. На первый взгляд обычный сирота с большими темными глазами и настороженным взглядом. Но Марк знал, что за этой детской внешностью скрывается сила, о которой никто не должен был знать. В глубине зала тишина давила, прерываемая лишь слабым потрескиванием старого радиатора. Пахло воском от свечей и едва уловимым ароматом свежих цветов, что стояли у изножья гроба. Марк не смотрел на покойную, он боялся еще раз увидеть неподвижность, в которой застыла женщина, бывшая смыслом его жизни. Он смотрел только на Эндрю. Мальчик шагнул вперед. Его движения были медленными, но в каждом что-то неизбежное, как будто он выполнял давно известный ему ритуал. Он протянул руку к руке Джессики. Кончики пальцев коснулись ее кожи, и в этот момент воздух стал густым, как перед грозой. Свет в зале, казалось, померк, а затем запульсировал. Где-то вдалеке послышался звук, похожий на далекий колокольный звон, и Марк почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он не мог объяснить происходящее, но ощущал, что силы, намного древнее и опаснее любых человеческих желаний, начали пробуждаться. Лицо Джессики медленно стало меняться. Сначала ее губы обрели мягкий цвет, затем на щеках появился румянец. Ее грудь дрогнула, и в зале раздался первый слабый вдох. Марк замер, не в силах пошевелиться. Это было чудо или проклятие. Когда Джессика открыла глаза, в ее взгляде было что-то чужое, темное и непостижимое. Эндрю опустил руку и отступил, его лицо оставалось бесстрастным. Марк ощутил, как невидимая тяжесть обрушилась на его сердце. Он понял, его жена вернулась, но вместе с ней в этот мир пришло нечто, что уже невозможно будет прогнать. И в тот миг, среди тишины и холодного света, он осознал, что цена, которую он заплатил, была лишь началом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.